В этом видео я расскажу, какие достопримечательности есть в Таиланде, в частности в Паттайе и Бангкоке, как самостоятельно их посетить на общественном транспорте, как разобраться с общественным транспортом в Таиланде, с тук-туками и сангтео, их маршрутами и сколько стоит проезд. Вы узнаете, что можно посмотреть в Таиланде бесплатно и самостоятельно, а где выгодно купить экскурсию, какие есть виды экскурсий, сколько они стоят и какие понравились именно нам. Также я покажу самые красивые места и пляжи Таиланда и расскажу, как до них добраться. Вы узнаете, что обязательно стоит попробовать в Таиланде, который славится не только тайскими массажами, бирюзовыми пляжами с дикой природой, экзотическими фруктами, среди которых рамбутан, лангсат, дуриан, мангостин, драгонфрукт и много других, но и тем, что только здесь вы сможете попробовать мясо крокодила, суп из змеи, напиток из желчи кобры, испробовать различных насекомых и личинок, а также покататься на слонах, покормить диких обезьян на пляже, увидеть ночную жизнь Паттайи с ее клубами и главными улицами, которые превращаются в улицы красных фонарей, где, кстати, стоит быть аккуратными, так как не всегда получится отличить девушку от парня, но об этом чуть позже. Поэтому, если вы хотите почувствовать всю эту необычную атмосферу столь экзотической страны с красивыми храмами и интересными обычаями, то вам определенно сюда. Также я расскажу про особенности Таиланда, интересные факты и какие есть запреты в данной стране, которые обязательно нужно знать перед поездкой, чтобы не попасть на штрафы и не иметь дополнительных проблем на отдыхе. И, конечно, покажу, где бюджетно можно покушать, какие цены на еду, что из себя представляют местные макашницы и в какую сумму вам обойдется отдых в Таиланде. Вы получите полную инструкцию и калькуляцию затрат по дням. А также я дам советы и полный обзор Таиланда, в частности Паттайи и окрестностей, с маршрутами, всеми достопримечательностями, актуальными ценами на проезд, еду, экскурсии и многое другое. После моего обзора вы будете полностью подготовлены для путешествия в Таиланд и сможете легко ориентироваться в Паттайе и не допустить тех ошибок, которые допускают многие туристы. Если вы раньше отдыхали только в Европе, то при первом посещении Таиланда у вас может возникнуть некое разочарование. Во всяком случае, у нас именно так и было. Поскольку это принципиально два разных отдыха и абсолютно разная атмосфера, правила жизни, местность вокруг. И это важно понимать. Когда мы первый раз попали в Паттайю, увидев все эти улицы, создающие впечатление некого хаоса и беспорядка в виде той же огромной скрутки из проводов почти на каждом углу, кстати, про них я чуть позже расскажу более детально, казалось, что мы попали в какую-то уличную среду без нормальной цивилизации, где свои правила и законы, где можно спокойно увидеть пробегающих крыс и тараканов по улице и сумасшедшую езду мотоциклистов, которые совершенно не соблюдают правила дорожного движения. Конечно, это все не может не повергнуть в некий шок, особенно после отдыха в Испании, где, подходя к той же дороге, машины сами останавливаются, чтобы вас пропустить, а здесь дороги переходить приходится с оглядкой и вперебежку, поскольку даже на зеленый сигнал светофора никто и не думает останавливаться. Здесь правила мало кто соблюдает. Отсюда перейти ту же дорогу будет неким квестом. Поэтому нужно немного времени, чтобы привыкнуть и адаптироваться к местной среде, после чего перестаешь замечать эти минусы и начинаешь концентрироваться на плюсах, которых в Таиланде бесчисленное множество. Такого разнообразия, диковинки, необычных и экзотических впечатлений вы точно не получите от европейских стран. И здесь Таиланду, пожалуй, практически нет равных. По насыщенности и разнообразию отдыха он занимает лидирующие позиции. Здесь действительно очень интересно. Поэтому, если вы планируете путешествие в Таиланд, очень советую выбирать срок поездки хотя бы недели-две, поскольку здесь есть на что посмотреть и чем заняться. За несколько дней вы точно не успеете осмотреть все достопримечательности и прочувствовать атмосферу этой страны. Теперь перейдем к особенностям отдыха и курортам Таиланда. Кто-то предпочитает лететь на Пхукет, а кто-то в Паттайю. И если у вас есть сомнения, что выбрать, то лично я советую Паттайю, поскольку на Пхукете, кроме пляжного отдыха, особых достопримечательностей вы не найдете. А лететь в Таиланд только за пляжным отдыхом, как по мне, это большая ошибка. Что касается Паттайи, здесь есть как пляжный отдых с различными островами и безлюдными пляжами, так и большое количество разнообразных достопримечательностей и экскурсий. Плюс ко всему, возможность поехать самостоятельно в Бангкок и увидеть этот город. Клубная жизнь также более развита в Паттайе. К тому же по ценам здесь все немного дешевле, чем на Пхукете. Это касается и еды, и проезда, и путевок, и отдыха в целом. Что касается периода и времени, когда сюда лучше приезжать, море здесь, как и воздух, круглый год
будет теплая. Однако с мая по октябрь в Таиланде начинается сезон дождей, поэтому лучше планировать поездку с ноября по апрель, где наблюдается сухая и не жаркая погода. Но, кстати, среди всех курортов именно в Паттайе самый короткий период дождей – с середины августа до начала сентября, что является несомненным плюсом при выборе курорта. Также нужно учитывать повышенную влажность воздуха в Таиланде, из-за чего там очень душно и климат переносится хуже. Но к этому, в общем-то, можно адаптироваться. Но теперь перейдем к общественному транспорту в Таиланде, который у многих вызывает большое количество вопросов. И здесь нужно разделять общественный транспорт в Паттайе и в Бангкоке, где он значительно более разнообразен и представлен разными видами транспорта. Что же касается Паттайи, транспорт здесь состоит из сангтео, или как в народе любят говорить тук-туков, междугородних автобусов и водного вида транспорта в виде паромов и катеров. Междугородние автобусы курсируют из северного или южного автовокзала в Паттайи до Бангкока. О них я расскажу чуть позже. Паромы и катера перевозят людей из Паттайи на разные острова Таиланда. А вот сангтео, или как их называют тук-туки, считается главным видом транспорта в Паттайе, который используют как местные жители, так и туристы для передвижения внутри города. Это открытые пикапы синего цвета, без стекол и дверей. Проезд в сангтео стоит от 10 до 20 бат и зависит от расстояния, которое вы проедете, но с ними есть очень много нюансов. Во-первых, данные тук-туки часто могут ездить как такси, и, соответственно, цена проезда составит 100-200 бат. Внешне от обычных тук-туков они ничем не отличаются, но, как правило, эти тук-туки пустые и могут стоять возле отелей, предлагая довести вас туда, куда нужно именно вам. Чтобы не попасть на такие тук-туки, лучше садиться в эти сангтео в тех местах, где у них либо конечные остановки, либо садиться на дороге, где проходит их маршрут. Опять же, садясь на конечных остановках в пустой тук-тук, он сразу не поедет, пока не наберется народ. В этом и есть отличие от такси, которое поедет только с вами и туда, куда нужно именно вам. Ну а теперь давайте разберемся с маршрутами сангтео, чтобы понять, как и где они ходят. Потому что здесь есть свои особенности, главная из которых состоит в том, что хоть эти сангтео и имеют каждый свой номер, но этот номер не привязан к какому-либо маршруту следования. Поэтому номер тук-тука не имеет никакого значения, поскольку по нему вы никак не сможете определить маршрут тук-тука. Чтобы понять, как они ходят, здесь нужно ориентироваться исключительно на дороги, по которым ездят эти тук-туки сангтео. И в этом очень важно разобраться, если вы хотите самостоятельно доехать и посетить многие достопримечательности Паттайи, сэкономив ваши средства. Чтобы разобраться с маршрутами, нам понадобится карта Паттайи, которую можно скачать в интернете или сфотографировать себе на телефон. Ее также можно бесплатно получить от туроператора или взять в магазинах 7-Eleven. В сангтео есть 10 маршрутов, по которым они ездят. Каждый маршрут имеет свой цвет на карте и проходит по своей дороге. К примеру, первый оранжевый маршрут проходит вдоль дороги Сукхумвит Роад. То есть, если вы окажетесь на этой дороге, все сангтео, которые вы увидите, проходящие по этой дороге, неважно какой у них номер, они все ездят одинаково, четко вдоль этой дороги в обоих направлениях, туда и обратно. Цена поездки по данному маршруту составляет 20 бат. Кстати, только по этой дороге можно помимо синих тук-туков увидеть и белые, которые проезжают немного дальше, чем синие. О начальных и конечных остановках я расскажу чуть позже, чтобы сразу вас не путать. Дальше идет условно второй маршрут, обозначенный сиреневым цветом, который проходит по дороге Северная Паттайя. Здесь также сангтео ходят вдоль этой дороги туда и обратно. Цена поездки составляет 10 бат в одну сторону. Следующим третьим маршрутом является малиновый маршрут, проходящий вдоль дороги Центральная Паттайя. Тук-туки также ездят как туда, так и обратно, и цена проезда составляет те же 10 бат. Четвертый, синий маршрут, проходит вдоль дороги Южная Паттайя. Цена проезда составляет 10 бат. Сангтео также ходят в обе стороны. Пятый, темно-зеленый маршрут, проходит по дороге Тепросит Роад. Тук-туки ходят в обоих направлениях, цена проезда 10 бат. Шестой, коричневый маршрут, проходит по дороге Джомтьен Бич Роуд и Тапрая Роуд. Цена проезда составляет 10 бат, и сангтео также ходят по данному маршруту в обоих направлениях туда и обратно. Седьмой маршрут, зеленый, проходящий по дороге Second Road, или как ее еще называют вторая улица, по ней сангтео ходят только в одном направлении, как указано стрелками на карте. Цена проезда составляет 10 бат. Восьмой, желтый маршрут, ходит по дороге Наклая Роуд. Здесь тук-туки ходят в обе стороны. Цена проезда 10 бат.
9-й маршрут представлен голубым цветом, проходит по пляжной дороге Beach Road. Здесь Санктео ходит в одном только обратном направлении, как показано стрелочками на карте. Цена проезда также составляет 10 бат. И последний, 10-й красный маршрут, который проходит по дороге Сои-Бокао, здесь Санктео ездит в обоих направлениях, и цена проезда составляет также 10 бат за человека. Конечные остановки у Санктео того или иного маршрута обозначены на карте значком машинки в кружочке в конце каждого маршрута и расположены, как правило, на перекрестках, пересечении дорог, указанных на карте. Эти Санктео можно остановить в любом месте его маршрута, просто махнув рукой. Выйти из тук-туков также можно в любом месте, нажав перед этим на кнопку, расположенную внутри салона над головой. Однако на этом путаница с тук-туками не заканчивается, поскольку иногда Санктео, который, скажем, идет по коричневому маршруту, может не закончить свой путь на конечной остановке, а продолжить его и поехать дальше по зеленому маршруту Second Road. В этом случае, если вы не выходите на конечной остановке коричневого маршрута, а продолжаете ехать с ним по следующему зеленому маршруту по дороге Second Road, то тогда цена проезда уже составит 20 бат. 10 бат за коричневый маршрут и 10 бат за зеленый. Здесь уже каждый водитель принимает самостоятельное решение, продолжать ли ему путь или закончить свой маршрут. Иногда это даже удобно туристу, поскольку если ему, к примеру, нужно добраться от пляжа Джомтьен, расположенного по коричневому маршруту Джомтьен Beach Road, и доехать до терминала 21, который расположен в районе зеленого маршрута Second Road, то в случае, когда Санктео продолжит свой маршрут дальше, вы просто заплатите ему 20 бат. Если же он закончит свой путь, где и должен был, на конечной остановке коричневого маршрута, то в таком случае вы выходите, оплачиваете проезд в размере 10 бат водителю через окошко и пересаживаетесь на другое Санктео зеленого маршрута на дороге Second Road и доезжаете до нужного места за 10 бат с новым водителем. Таким образом, цена проезда по одному любому маршруту составляет 10 бат. Если же вы проезжаете два маршрута разных цветов, то тогда оплата будет 20 бат. Более подробно, как ездить до тех или иных мест и сколько маршрутов будет задействовано, а также как выглядят остановки, где остановить тук-тук и как найти ту или иную дорогу, я расскажу позже на примере наших проездов на Санктео до разных достопримечательностей Паттайи. Кстати, время работы Санктео зависит от желания водителя и, как правило, варьируется с 7-8 утра и до 8 вечера, а дальше Санктео могут уже ездить как такси, и, соответственно, проезд будет дороже. Интервал езды у Санктео на разных маршрутах разный, где-то реже, раз в 15-20 минут, где-то чаще, каждые 2-5 минут. Скажем, сиреневый маршрут Северная Паттайя, здесь Санктео ходят реже, а по темно-зеленому маршруту Те-Просит Роуд только с пятницы по воскресенье. Но теперь перейдем к достопримечательностям Таиланда. Сначала я покажу все достопримечательности в Паттайе и расскажу, как мы до них добирались, а после покажу, как доехать до Бангкока и какие достопримечательности там есть. Также расскажу про особенности общественного транспорта в Бангкоке, где, кстати, тоже есть очень много своих нюансов, но об этом чуть позже. Сразу скажу, что не до всех достопримечательностей есть возможность добраться на общественном транспорте, поэтому в отдельных случаях выгоднее брать экскурсии, которые по цене выйдут даже дешевле, чем самостоятельно добираться на такси или на арендованном байке. О них я дальше расскажу. А сейчас покажу те места, которые можно самостоятельно посетить в Паттайе без покупки экскурсии. Мы остановились в отеле Савасди Сиам 2 звезды. Он находится в центральной части Паттайи, в 1,5 километрах от главной улицы Волкинг-стрит, в 2 километрах от пирса Балихай, откуда отправляются паромы на остров Колан, и в 400 метрах от набережной Паттайи Beach Road. Также рядом расположен ночной рынок Паттайи и торговый центр «Фестиваль», где, кстати, часто стоят Санктео. В общем, расположение отеля достаточно удачное. Однако сам отель, как и номер, конечно, не располагает постоянно там находиться, но в качестве ночлега, как у нас и было, вполне сойдет. Завтраки, кстати, были хорошие, но на данный момент они вроде как недоступны в этом отеле, так что за них нужно уточнять отдельно. Итак, первый день в Паттайе мы посетили такие достопримечательности, как Beach Road, набережная Паттайи, торговый центр Royal Garden Plaza, Волкинг-стрит, храм Большого Будды, Паттайя Парк Тауэр, ночной рынок Пратамнак, пляж Донгтон-Бич и Джомтьен-Бич.
Мы решили прогуляться пешком до этих мест, поскольку они как раз расположены друг за другом, если идти с нашего отеля. Однако до того же храма Большого Будды можно добраться и на Санктео. В нашем случае нужно было бы спуститься с отеля до дороги Бич-Роуд и там в любом месте, остановив Санктео, сесть в него и доехать до конечной остановки начала улицы Уолкинг-стрит. Это будет голубой маршрут с односторонним движением, после чего выйти и дойти до пересечения улиц Южная Паттайя и Секонд-Роуд Паттайя, где нужно будет сесть в Санктео коричневого маршрута и доехать до моста, как показано на карте. Проезд составит 20 бат, 10 бат за голубой маршрут и 10 бат за коричневый. Чтобы ориентироваться, где садиться в Санктео, а где выходить, используйте те названия, что я указала на карте для бесплатного навигатора приложения Maps.me. Таким образом, вы сможете вовремя остановить Санктео в нужном месте, поскольку как таковых официальных остановок у Санктео нет. Как я уже ранее говорила, каждый может выйти, где ему удобно, вдоль той дороги, по которой едет в Санктео. Что же касается храма Большого Будды, с ним связаны свои обычаи и поверья. В частности, тайцы, к примеру, не отмечают свой день рождения и большее значение придают не дате рождения, а дню, в который они родились – понедельник, вторник, среда и так далее. Более того, каждому дню недели соответствует свой цвет, животное и статуя Будды, который изображен в определенной позе, соответствующей каждому дню, что вы можете лицезреть в храме Большого Будды. Также там есть возможность посчитать свой день рождения и прочитать свое описание, соответствующее данному дню. Вход в храм бесплатный. Кстати, тайская неделя начинается не с понедельника, как у нас, а с воскресенья. Вообще тайцы очень суеверны и верят в судьбу, которая предопределена в зависимости от дня твоего рождения, а также верят в духов. Поэтому почти у каждого дома вы можете заметить домик для духов, где тайцы задабривают их различной едой и питьем. Помимо этого, тайцы верят, что у каждого человека есть свой дух Кван, который обитает на уровне головы. Его очень почитают тайцы, поэтому касаться головы чужого человека в Таиланде недопустимо, чтобы не нарушить покой Квана. Также в Таиланде есть такое слово, как сабай, означающее, что все хорошо. Именно это состояние тайцы и пытаются постоянно ловить и в нем находиться. Отсюда бытует мнение, что многие тайцы невероятно ленивы и не особо любят работать, поскольку это мешает их сабаю. Поэтому в Таиланде так много хаотично разбросанных электрических проводов. Это связано с тем, что когда провод приходит в непригодность, тайцы вместо того, чтобы его снять и заменить новым, предпочитают просто кинуть новый провод, не снимая старый. Все от той же лени. Отсюда и такие огромные скрутки из проводов на каждом углу. В Паттайя Парк Тауэр есть вращающийся ресторан на 52 этаже. Стоимость входа составляет 700 бат за человека, где по системе шведского стола можно набирать еду в любом количестве. Ужин здесь начинается с 16:30 и до 20:00. В данную стоимость включены безалкогольные напитки. Панорамный вид с окон позволяет лицезреть весь город. Есть также возможность спуститься с башни с 56 этажа тремя способами. Первый – в закрытой кабине на 8 человек, второй – в открытой двухместной кабинке, либо спуск на открытом подвесе. Цена вопроса – 500 бат, отдельно придется заплатить и за фото – 150 бат. Лично мы спускались лифтом, нам вполне хватило панорамы города и вкусного ужина. Следующими достопримечательностями являются пляж Донгтон-Бич и Джомтьен-Бич. На первом пляже можно встретить белочек, бегающих по пальмам. Плюс ко всему он считается немного чище Джомтьена. Но, как по мне, я бы не тратила время на оба этих пляжа, а предпочла бы самостоятельно добираться на пароме до других островов, где пляжи значительно чище и красивее, и чем-то похожи на те же Мальдивы. Как до них добраться, я дальше расскажу. На этом и закончился наш первый день в Паттайе. Обратно в отель мы добирались на Санктео, в который сели по дороге Джомтьен-Бич возле полицейской будки. Это коричневый маршрут, который идет до пересечения дорог Южная Паттайя и Секонд-Роуд, где у него конечная остановка и где происходила посадка в тук-тук для поездки к храму Большого Будды. Выйдя из Санктео, нужно будет через несколько метров пересесть в другой тук-тук на дороге Секонд-Роуд и доехать до ориентира ресторан «Матильда», который расположен по этой дороге недалеко от нашего отеля. Однако от конечной остановки коричневого маршрута мы решили пройтись пешком до нашего отеля, благо идти там недолго. Итого за этот день было потрачено 1420 бат на двоих, или $43, из которых 1400 бат за шведский стол в ресторане в Паттайя Парк и по 10 бат на обратный проезд в Санктео.
Курс на сегодняшний момент составляет 33 бата за 1 доллар. Кстати, в этом плане Таиланд очень стабилен. Здесь колебаний курса практически нет, как и цены на проезд и еду за многие годы так и не поменялись особо. На следующий день мы решили исследовать остров Колан с его бирюзовыми пляжами. Для этого мы дошли пешком с нашего отеля до пирса Балихай, а оттуда сели на паром и за 45 минут доехали до первого пляжа острова Колан – Таваен. Цена проезда составляет 30 бат за одного человека, чуть меньше доллара. Расписание отправления паромов смотрите на фото, оно также есть и на пирсе. Однако паромы не всегда придерживаются данного расписания, и если людей много, то после загрузки одного парома сразу подъезжает следующий. Платить можно как на самом пароме, так и заранее в кассе, которая есть на этом пирсе. До пирса Балихай можно и доехать, сев в Сангтео на дороге Бич-Роуд голубого маршрута и доехав до конечной остановки, которую пересекает улица Южная Паттайя. Там же идет начало Волкинг-стрит, что является ориентиром того, где нужно выходить. А дальше уже можно пешком прогуляться непосредственно до самого пирса. В таком случае цена проезда составит 10 бат. Иногда тук-туки предлагают довести до самого пирса за 20 бат, так что тут уже нужно смотреть по ситуации. На острове Колан расположены различные пляжи, все они немного отличаются друг от друга. Лично мы выделили 3 пляжа, среди которых пляж Тиен, Манки-Бич и Хат-Сонгланг. До последнего можно дойти пешком от пляжа Таваен, там идти около 14 минут. Пляж более безлюдный и с красивой бирюзовой водой, в отличие от того же пляжа Таваен, который считается китайским пляжем, поскольку там очень много китайцев. Это первый пляж, куда привозят паромы от пирса Балихай. Он достаточно мелководный и нужно немало пройти, чтобы дойти до глубины, зато береговая линия достаточно широкая. Что же касается пляжа Тиен, он менее людный, однако береговая линия более узкая. Тем не менее, здесь также открываются очень красивые виды. Этот пляж идет вторым слева после Таваена, и до него можно добраться на Сангтео за 20 бат, которые стоят недалеко от пляжа Таваен. А вот более диким пляжем можно по праву считать пляж Манки-Бич, где можно встретить диких обезьян и даже покормить их. Людей они не боятся и порой проявляют некую наглость. Кстати, бананы они кушают неохотно, а вот сухарики и чипсы уплетают на ура. Это самый дальний пляж, поэтому цена проезда составит 30 бат. А вообще цены на проезд здесь могут варьироваться и повышаться либо понижаться в зависимости от количества желающих поехать на тот или иной пляж. Итого наши траты за этот день составили 280 бат или 8,5 долларов за проезды до пляжей и паром на остров туда и обратно. После пляжей вечером мы решили прогуляться по улице Волкинг-стрит, которая в ночное время превращается в оживленную улицу так называемых красных фонарей, где тебе на каждом углу будут предлагать либо тайку, либо тайца, либо сексуальное шоу, где девушки своими самыми пикантными частями тела будут показывать трюки с различными предметами. Цена шоу стартует от 200 бат и выше. Говорят, что оно не для слабонервных. Кстати, в Таиланде официально признано 3 пола – мужской, женский и катои, мужчина в образе женщины – леди-бой и женщина в образе мужчины – том-бой. Поскольку пол поменять в Таиланде несложно, здесь многие прибегают к подобной услуге. А если вы увидите сильно накрашенную девушку, скорее всего это будет леди-бой. Также местные здесь очень спокойно относятся к древней профессии девушек, которые оказывают ночные услуги. Как нам рассказывали, эти дамы могут иметь даже мужей и вечером просто выходить как на работу, а под утро возвращаться домой в семью. В конце прогулочной улицы Волкинг-стрит мы обнаружили интересное кафе с мороженым Snow Cup Бингсу. Здесь подают вкусное и красиво оформленное необычное мороженое из морозной стружки с фруктами, сливками и сгущенным молоком. К нему дают 2 или 4 ложки в зависимости от количества людей. Цены стартуют от 200 до 400 бат. Мы пробовали несколько вариантов, и они все нам понравились, поэтому очень рекомендую к посещению. Во всяком случае, у нас такого вы не найдете. На 3-й день мы решили посетить Централ фестиваль, музей искусства 3D, терминал 21, храм истины и ночной базар Паттайи. Внутри торгового центра фестиваль, кстати, очень прохладно, я бы даже сказала холодно, поскольку тайцы очень любят кондиционеры и выставляют достаточно низкие температуры в любых помещениях и автобусах. Здесь без ветровки будет некомфортно. Также в этом торговом центре есть большое количество кафе, где за приемлемые деньги можно покушать в районе 60-100 бат или 2-3 долларов. С нашего отеля до музея искусства можно дойти пешком за 35 минут. Билет для взрослого стоит 800 бат. Ребенок ростом ниже 100 см проходит бесплатно, а с ростом от 100 до 130 см за 400 бат.
Касса работает с 9 утра и до 7 вечера. Здесь можно увидеть много интересных 3D-картин и сделать необычные фотографии. Также работники музея предлагают установить приложение, с помощью которого можно будет увидеть анимации из фотографий. До этого музея можно и доехать, сев на Санктео по дороге Second Road зеленого маршрута и выйдя на остановке возле терминала 21, где будет конечная остановка у данного маршрута. Музей расположен как раз возле терминала 21. А дальше отсюда можно доехать до Храма Истины. Для этого нужно будет дойти до круга дельфинов и, перейдя дорогу, сесть в Санктео желтого маршрута по дороге на Клоа Роуд, а там выйти в районе магазина 7-Eleven, как показано на карте, и уже пешком дойти до храма. Цена взрослого билета составляет 500 бат, либо 450 бат, если покупать онлайн на официальном сайте. Билет для детей с ростом от 90 до 120 см составляет 250 бат. Одежда должна быть закрытая, как и в храме Большого Будды, либо возьмите с собой накидку, чтобы прикрыть открытые ноги. Часы работы храма с 9 утра и до 5 вечера. Это деревянный храм, построенный без единого гвоздя, который считается самым высоким деревянным зданием в мире. Его высота составляет 105 метров. Здание храма очень красивое, поэтому советую данное место к посещению. После осмотра Храма Истины на обратном пути в отель мы решили зайти на ночной рынок Паттайи, который расположен недалеко от торгового центра «Фестиваль». Там недорого можно купить одежду, сувениры и многое другое. Итого наши траты за этот день составили 2640 бат или $80 за двоих, за проезды и вход в 3D-галерею и Храм Истины. На следующий 4-й день можно самостоятельно посетить мини-Сиам, плавучий рынок и змеиную ферму, где можно будет посмотреть шоу со змеями и испробовать мясо и суп из змеи. Эти достопримечательности находятся вдоль дороги Сукхумвит-Роуд, поэтому, чтобы до них добраться, нужно выйти на эту дорогу и на ней, остановив Санктео в любом месте, доехать до этих достопримечательностей. Цена проезда 20 бат. До дороги Сукхумвит-Роуд можно также добраться на Санктео синего, малинового и сиреневого маршрутов, то есть по дорогам Южная Паттайя, Центральная и Северная Паттайя. У этих 3 маршрутов конечные остановки расположены как раз в конце этих улиц на перекрестке с пересечением дороги Сукхумвит-Роуд. Мы же до нее дошли пешком и, сев в Санктео, доехали сначала до парка миниатюр Мини-Сиам, где в маленьком масштабе представлены все достопримечательности Таиланда и частично Европы. Вход в Мини-Сиам составляет 300 бат, часы работы каждый день с 9 утра и до 19:00 вечера. После прогулки по парку мы снова вышли на дорогу Сукхумвит-Роуд и уже в обратном направлении, словив белое Санктео, поехали на плавучий рынок Паттайи, который работает каждый день с 9 утра и до 19:00 вечера. Раньше вход сюда был бесплатный, а сейчас цена билета составляет 200 бат с человека. Возле рынка расположена змеиная ферма, которая работает с 8 утра и до 18:00 вечера каждый день, кроме воскресенья. Вход стоит 300 бат. Там вы можете увидеть различные виды змей, посмотреть шоу с кобрами и попробовать змею на вкус, после чего вам сделают напиток с желчью кобры. Тайцы верят, что он укрепляет иммунитет, и если раз в год его пить, то болезни обойдут вас стороной. Все это удовольствие не из дешевых. Чтобы вам убили змею и сделали из нее суп, напиток и еще зажарили ее мясо, вам придется заплатить 3000 бат, почти $100. Честно говоря, кушать там было особо нечего. Однако, если вы приехали большой компанией, то можно эту сумму разделить на всех. Для одной же пары, наверное, особого смысла нет тратить столько денег. А вот что обязательно стоит попробовать в Таиланде, это блинчики роти, которые можно встретить, прогуливаясь улицами Паттайи. Их цена составляет 40 бат. Начинку можно выбрать либо с манго, либо с бананами. Нам больше всего понравился именно с бананом. И сразу могу сказать, что такие блинчики, как тут, вы больше нигде не найдете. Даже в Париже, когда я купила похожие блинчики, предполагая, что они будут такие же, как в Таиланде, у меня было большое разочарование. Они значительно уступали тайским, поэтому очень рекомендую их попробовать именно в Паттайе. Тайки, кстати, очень искусно и быстро их делают. Видео идет в обычном режиме, не в ускоренном, как может показаться. Также в конце эти блинчики поливают сгущенкой или шоколадом на выбор. Итого траты за этот день составили 1720 бат или $52 за двоих. Если же вы решите попробовать змею, то общие траты составят $142. На 5-й день мы решили посетить сад Нонгнуч, покататься на слонах и побывать на ферме крокодилов с парком миллионолетних камней, где, кстати, есть возможность попробовать стейк из крокодила.
Поскольку до этих достопримечательностей на общественном транспорте не добраться, мы решили купить экскурсии. С ними выходит даже дешевле, чем брать такси или байк в аренду и самостоятельно туда ехать. Цена экскурсии в парк Нонгнуч стартует от 750 бат, куда включено и шоу со слонами. А вот в самом парке уже за отдельную плату в 400 бат можно покататься на слоне 15-20 минут. Кстати, фотографировать вас бесплатно на этом слоне тайцы не будут, даже на ваш телефон. Так что здесь лучше заранее подготовиться, договорившись с людьми, которые будут кататься впереди вас или после вас. Также во время шоу со слонами тайцы тоже предлагают за отдельную плату в 100-150 бат сфотографировать вас на слоне или на хоботе слона, которым он вас поднимает и потом держит. Кстати, тут нам повезло немного больше. Нас вызвали на сцену, и все эти действия получились бесплатные. Так что, если хотите, чтобы вас вызвали, стоит сидеть в первых рядах у сцены, там будет больше шансов. Вторая экскурсия включает в себя парк миллионолетних камней и ферму с крокодилами, где их можно покормить за отдельную плату, а также попробовать их мясо, которое продается в ресторане на территории фермы. Цены на стейк стартуют от 500 бат. Мясо похоже на что-то между курицей и рыбой. В общем, нам понравилось. На ферме также показывают шоу с крокодилами. Экскурсовод рассказывал, как у тайцев получается вести подобного рода шоу, чтобы их не съел крокодил. Во-первых, они откармливают крокодилов, чтобы те были сытые перед шоу. Во-вторых, обмазываются слизью от детенышей крокодила, чтобы был их запах. И в-третьих, как вы могли заметить, шоу таец проводит с палочкой, которая периодически стучит по зубам крокодила. Это тоже не просто так. Как рассказывали экскурсоводы, у крокодила в дикой природе после еды может застревать пища между зубами, в результате чего начинает гнить и портить зубы, так сказать, источник их жизни, поскольку лапы у них короткие и почистить себе зубы они не в состоянии. А вот птички могут клевать эту еду, тем самым спасая крокодила. Отсюда, когда тайцы стучат палочкой по зубам крокодила, те в свою очередь думают, что это птички прилетели клевать их застрявшую еду и не закрывают свою пасть. Цена самой экскурсии составляет 500 бат для взрослого и 400 бат для ребенка. По сути, все эти экскурсии можно найти в разных местах на улицах Паттайи. Выбор не маленький, у многих есть сайты. Если покупать сразу несколько экскурсий, некоторые могут организовать какую-то дополнительную экскурсию бесплатно. Еще одним преимуществом в экскурсиях является то, что экскурсоводы рассказывают много интересных вещей про Таиланд и образ жизни тайцев, который не всегда найдешь в интернете. Наши траты за этот день составили 3400 бат или $103 на двоих. Ну и, конечно, в Таиланде обязательно стоит попробовать тайский массаж. Цены стартуют от 150 бат и выше. Недалеко от нашего отеля как раз был салон, где его делали за 150 бат. Средняя цена составляет 200 бат. На шестой день мы решили отправиться на остров Самет. Экскурсия на один день стоит от 1200 бат или $36 за человека. Туда можно добраться и самостоятельно, но придется воспользоваться несколькими видами транспорта, что не очень удобно. Сначала нужно будет добраться до северного автовокзала Паттайи, после чего купить билет до провинции Районг, а оттуда на Сангтео доехать до пирса Бангпхе и там снова купить билет, но уже на паром до острова Самет. В городке Бангпхе есть 3 причала, откуда отправляются паромы до Самета. Данный путь займет намного больше времени, чем экскурсия, поскольку автобусы и паромы отходят в определенное время, которое придется дожидаться. Поэтому, чтобы не тратить много лишнего времени, мы решили купить экскурсию. Однако, если вы планируете на острове Самет провести несколько дней, то имеет смысл добираться самостоятельно, сэкономив при этом деньги. На острове Самет на самом деле очень много разных пляжей, так вот привозят вас в более цивилизованные, с лежаками и зонтами, которые уже включены в стоимость экскурсии. Однако, если вы хотите увидеть дикую природу с различными пальмами, необычными цветами, домиками и безлюдными пляжами, то я советую направляться направо вдоль береговой линии. Там, конечно, переходы между пляжами не всегда удобные, и порой придется идти по скалам, но зато именно там открываются очень красивые виды острова Самет. Также можно спокойно пешком перейти на противоположную сторону острова. Расстояние там небольшое, не более 2 километров. Идти минут 20-30. Там пляж более мелководный, но много высоких пальм и фотографии получаются очень красивые. Собственно, из всех пляжей, которые мы здесь обошли, тот, на который нас привезли, был самым простым и обычным. Поэтому не рекомендую сидеть на одном месте. Итого наши траты за этот день составили 2400 бат или $73 за двоих, фактически только за экскурсию.
На 7-й день мы решили отправиться в открытый зоопарк Кхао Кхе. Поскольку он расположен за пределами города Паттайи, мы купили экскурсию за 750 бат на человека. Этот зоопарк считается крупнейшим в Таиланде. Он, кстати, открытый. То есть животные сидят не в клетках, а свободно ходят по территории, которая огорожена таким образом, что есть возможность до них дотянуться и покормить. Кстати, в Таиланде сейчас 2566 год, поскольку там используется буддийский календарь. Также Таиланд считается страной улыбок, а белая кожа здесь в почете. Считается, если человек белый, значит он богатый и не работает, иначе кожа давно бы уже приобрела темный оттенок. Поэтому здесь продается большое количество отбеливающих средств, которые тайцы охотно используют. И насколько улыбчивыми бы тайцы не были, законы здесь достаточно строгие и есть свои запреты, которые нужно соблюдать. На улицах, особенно на Волкинг-стрит, часто могут предлагать и тыкать разные бумажки и наркотические средства, которые в Таиланде запрещены, поэтому ни в коем случае не берите и даже не передавайте их никому. За это можно получить пожизненный срок или даже смертную казнь. И если зайдете в какой-то клуб, здесь тоже нужно быть осторожными, особенно с напитками, в которые могут что-то подсыпать. Также на пляжах запрещено курение сигарет и вейпов. И что самое главное, из Таиланда нельзя вывозить статуэтки Будды, поэтому не стоит их даже покупать, если не хотите нарваться на штраф или еще более строгое наказание. Но перед тем, как я покажу вам экскурсию на реку Квай, мы перейдем к главному вопросу – к еде в Таиланде и где ее дешевле покупать. Самым бюджетным и не менее вкусным вариантом будут уличные макашницы, которые можно встретить как на базарах, так и просто по улицам Паттайи. Цены у них от 40 до 50 бат и зависят от выбранного блюда. У них есть как рис, так и лапша с мясом и овощами, либо с морепродуктами. Еда в Таиланде очень острая, и даже если сказать no spicy, она просто станет чуть менее острой, но все равно останется таковой. Это связано с жарким климатом в Таиланде, из-за которого продукты очень быстро портятся, и чтобы не отравиться, ее приправляют перцем в большом количестве. И не слушайте, кто вам будет рассказывать, что в таких макашницах можно отравиться. На самом деле они очень следят за своей репутацией, так как годами стоят на одних и тех же местах и торгуют едой для местных. Поэтому там вполне качественная и вкусная еда. Еще одним вариантом, где можно недорого поесть, являются местные фудкорты, типа больших столовых, которые есть в крупных торговых центрах Паттайи, таких как Royal Garden Plaza, Фестиваль, Терминал 21 и другие. Покушать здесь можно в пределах 50-100 бат. Еще в Паттайе пользуются популярностью так называемые буфеты со шведским столом, где за 250-400 бат с человека можно набрать еду в любом количестве. Одним из таких кафе является буфет «Ниндзя», который очень популярен среди туристов. Здесь за 299 бат, $9 за взрослого, и 149 бат за ребенка можно сытно покушать, набрав любой еды. В этом буфете есть как готовая еда, так и та, которую нужно приготовить самостоятельно, в казанчиках, которые есть на каждом столе. Вы набираете понравившееся вам замаринованное сырое мясо, после чего самостоятельно его готовите. Так что нужно будет выделить на такое кафе как минимум пару часов. А вот в Ромпхо барбекю цена уже 259 бат за человека. Правда, нужно отдельно платить за напитки и 20 бат за угли. Здесь также есть как готовая еда, так и та, которую нужно приготовить. Вообще много уличной недорогой еды в виде гриля есть и на рынках Паттайе, которые показаны на карте. Кстати, обязательно попробуйте знаменитый суп том-ям, цены на который стартуют от 60 бат и выше. Это молочный суп с морепродуктами, очень вкусный. А вот если вы хотите купить самые дешевые фрукты, которых в Таиланде бесчисленное множество, то стоит посетить рынок Ратанакорн, где можно встретить драгонфрукт за 50 бат за килограмм, манго 35-40 бат, мангостин 60 бат за килограмм, рамбутан и личи 50 бат, ананас 20 бат и дуриан 150 бат за килограмм. Мы лично попробовали все виды фруктов, и больше всего нам понравился мангостин, драгонфрукт и рамбутан. Кстати, что касается дуриана, его вывозить из страны нельзя и даже заносить в гостиницу, чтобы поесть, поскольку он выделяет очень едкий запах после того, как его почистят. А вот вкус у него для каждого человека разный. Кому-то он покажется сладкий, как йогурт, а кому-то горький и невкусный. Все зависит от ваших рецепторов.
В разное время года фрукты в Паттайе по ценам также разные. Что-то становится дешевле, а что-то дороже. Все зависит от сезона. И, конечно, советую здесь попробовать кокосовое молоко. В одном кокосе его, кстати, достаточно много. Если покупать кокос на рынке, цена составит 20-25 бат, а вот на пляжах уже возрастает до 30-40 бат за штуку. На карте показано расположение всех рынков относительно дорог в Паттайе, по которым ходят Сангтео разных маршрутов. Чтобы добраться до того или иного рынка, вам просто нужно дойти до нужной дороги и там остановить Сангтео, после чего выйти в районе рынка. К примеру, чтобы добраться до рынка Ратанакорн, нужно сесть в Сангтео коричневого маршрута по дороге Тапрая Роуд или Джомтьен Бич Роуд, либо можно сесть в Сангтео темно-зеленого маршрута по дороге Тепросит Роуд и потом остановить его в районе рынка. Ну и напоследок, что еще стоит попробовать в Таиланде, это, конечно же, жареных насекомых, цена которых составляет 30-40 бат за маленький кулечек. Самые дорогие – это скорпионы, 100 бат за штуку. Мы все это пробовали. И скажу сразу, что больше всего нам понравились именно шелкопряды. И как бы противно они не выглядели, поскольку они готовятся на масле и со специями, то по вкусу выходят неплохо. Экскурсия на реку Квай на 2 дня стартует от 3500 бат с человека или $106. В нее входит посещение плавучей деревни рынка и аптеки, где можно купить различные тайские мази, настойки и змеиный яд. Цены на них, конечно, выше, чем в сувенирных лавках Паттайи, но и эффективность значительно лучше, проверено на личном опыте. Но об этом более подробно я расскажу в обзоре о наших покупках в Таиланде. В первый день экскурсии вы также посетите водопад Эреван, который состоит из 7 каскадов. Более популярны среди туристов первые 2, поскольку не все могут подняться до последнего каскада, многие устают. Далее идет посещение деревни слонов, где также включено катание на слонах. Кстати, у разных туристических компаний деревня слонов может быть либо в первый, либо во второй день. Завершением программы первого дня становится заселение в плавучий отель с домиками. А уже на следующий день, после завтрака, начинается сплав по реке Квай в спасательных жилетах. Кто не хочет плавать, может остаться на борту лодки. После сплава по реке идет посещение горячих радоновых источников, вода из которых считается целебной. В нескольких бассейнах вода разной температуры, от теплой до более горячей. В общем, экскурсия получается очень насыщенной и интересной. Все, кто там были, рекомендуют ее к посещению. Итого наши траты за этот день 7000 бат или $212 на двоих. Ну и, наконец, мы подошли к Бангкоку, до которого можно самостоятельно доехать на автобусе либо с южного автовокзала Паттайи, либо с северного, который как раз расположен в 3,5 километров от нашего отеля. От северного автовокзала Паттайи до Бангкока автобусы отходят каждые полчаса. Билеты купить можно сразу в кассе, цена составляет 131 бат. Есть возможность доехать как до вокзала Экомай в Бангкоке, так и до вокзала Мачит, цена одинаковая. Автобусы ходят с 4:30 утра и до 9 вечера, ехать около 2 часов. Обратно с Бангкока в Паттайю автобусы ходят с 6 утра и до 9 вечера. Билет на обратный путь можно купить сразу по приезду в тот или иной автовокзал Бангкока. И, кстати, учтите, что автовокзал Мачит не маленький, и там можно запутаться. Чтобы купить билет, нужно зайти вовнутрь автовокзала и там найти окошко с английскими надписями «Паттайя». Кстати, до Бангкока помимо рейсовых автобусов ходят мини-басы. Они стоят чуть дешевле и отходят от разных точек Паттайи, от торгового центра «Фестиваль» или района Джомтьен. Они менее комфортные и интервал движения более долгий, поэтому я бы рекомендовала именно рейсовые автобусы от автовокзала. Теперь перейдем к общественному транспорту Бангкока, который достаточно разнообразен и состоит из автобусов, речных лодок и паромов, подземного метро MRT, надземного метро BTS SkyTrain и отдельные линии метро до аэропорта Airport Railing и SRT Red Line. Поскольку Бангкок город большой, там постоянно огромные пробки, поэтому здесь популярно как надземное метро BTS, так и подземное MRT, либо речные трамвайчики, которые также обходят эти пробки. Автобусы Бангкока хоть и стоят дешевле, но из-за наличия большого количества маршрутов и обозначения остановок только на тайском языке вызывают большую путаницу у туристов, поэтому ими мало кто пользуется. Каждый из перечисленных видов транспорта имеет свои билеты, то есть общих билетов на разные виды транспорта, как в той же Европе, здесь нет. Поэтому даже на 2 разных вида метро, MRT и BTS, нужны разные билеты, поскольку они относятся к разным транспортным компаниям.
Стоимость проезда в каждом виде транспорта зависит от расстояния поездки и колеблется для метро МРТ от 16 до 42 бат при поездке по одной линии и до 70 бат при смене линии во время поездки. В BTS SkyTrain цена билета варьируется от 16 до 59 бат. К примеру, поездка на одну станцию составляет 16 бат, а за каждую последующую проехавшую станцию добавляется около 3 бат. Узнать стоимость проезда можно либо на официальном сайте или на станции метро при покупке билета в кассе или в автомате, где при выборе нужной станции вам автомат показывает стоимость проезда. Оплата возможна как монетами, так и купюрами, либо банковской картой. Кстати, на официальном сайте BTS есть пример, как нужно покупать билеты в автомате с пошаговой инструкцией, которая, в общем-то, ни у кого не вызывает сложностей. Такая же схема есть и в самой станции. В метро МРТ при покупке билета выдаются жетоны, а для BTS выдают карты. Так вот, и те, и другие нужно сохранять до конца поездки, иначе вы не сможете выйти из нужной станции. Более того, если вы купили билет до одной станции, а хотите выйти уже на другой, вы не сможете это сделать, поскольку дверцы в подземном или надземном метро не откроются при прикладывании жетона или карты к считывающему устройству. Поэтому важно выходить на той станции, до которой изначально был куплен ваш билет. Кстати, если в начале жетон и карту нужно прикладывать к считывающему устройству, то в конце поездки их засовывают в определенный отсек, после чего они уже не возвращаются, а двери метро открываются, чтобы вас выпустить. В подземном метро МРТ в основном используют синюю линию метро, а вот надземное метро BTS состоит всего из 2 линий – зеленой и темно-зеленой. Часы работы надземного и подземного метро с 6 утра до 12 ночи. Что же касается водного транспорта Бангкока, он представлен общественными лодками, которые курсируют по реке Чао-Прая, паромами, которые за 5 бат переправляют людей с одного берега реки до другого, и рейсовыми лодками, которые ходят по некоторым каналам Бангкока. Цены на проезд в лодке также зависят от пройденного расстояния и маршрута и варьируются от 10 до 33 бат. У экспресс-лодок, общественных лодок, курсирующих по реке Чао-Прая, есть флажки разных цветов, обозначающие их маршруты – красный, голубой, желтый, оранжевый и зеленый. И разница состоит лишь в том, что для каждого маршрута делаются остановки на разных пирсах, а так фактически путь у них одинаковый вдоль реки Чао-Прая. И только лодки без флажков останавливаются на всех пирсах. Они считаются самыми дешевыми, но ходят они нечасто, только по будням с 6:45 утра до 7:30 утра и с 16:00 до 16:30 дня. Вся информация с расписанием, стоимостью, а также картой маршрутов лодок с названиями пирсов, где делаются остановки, есть на официальном сайте. Кстати, синий маршрут – это туристические лодки со стоимостью проезда 40 бат. Ходят с 8:30 утра и до 18:00 вечера. Купить билеты для проезда в этих всех лодках можно в кассе на главном причале пирсе Сафан Таксин, либо в самой лодке у кондуктора. Выделяют еще рейсовые лодки, которые ходят по отдельным каналам Бангкока. Такие лодки курсируют с 5-6 утра и до 7-8 вечера. Стоимость проезда составляет от 10 до 20 бат. Ими в основном пользуются местные жители, однако для туристов они также вызывают интерес, особенно для тех, кто хочет самостоятельно посетить Золотую гору и храм Ват Сакет. Чтобы посетить большинство достопримечательностей Бангкока, придется использовать сразу несколько видов транспорта. Итак, на 10-й день мы решили самостоятельно поехать в Бангкок и посмотреть его главные достопримечательности, а именно храм лежащего Будды Wat Pho, покататься по реке Чао-Прая, посетить храм рассвета Wat Arun, увидеть Королевский дворец, храм изумрудного Будды, храм городского столба, Золотую гору Ват Сакет и башню Байок Скай с обзором на город и рестораном по системе шведского стола. Для этого мы пешком дошли до станции Северная Паттайя и там купили билет до автовокзала Мачит за 131 бат и через 2 часа оказались в Бангкоке. Дальше от автовокзала Мачит мы пешком дошли до станции Чатучак Парк, это синяя линия подземного метро МРТ. Идти около 25 минут, 2 километра. После того, как вы спуститесь с метро на эскалаторе, нужно будет пройти металлоискатель и, повернув направо, идти по указателю к поезду To Train. Все станции метро, в принципе, очень похожи между собой. Спустившись в метро, вы увидите кассы и автоматы для покупки билетов, где их, кстати, купить несложно. Необходимо просто выбрать нужную станцию метро, куда вы едете, нажав на соответствующий кругляшок с названием этой станции на экране, после чего выбрать количество билетов и проплатить их.
После покупки жетонов вы проходите турникет, приложив предварительно жетон к считывающему устройству и спускаетесь на эскалаторе к поезду. А дальше смотрите, какое направление поезда вам нужно. Указатели вам покажут, какие станции проходит поезд справа, а какие слева. Таким образом, вы поймете, в какую сторону движется тот или иной поезд и где будет нужная вам остановка. В нашем случае на станции Чатучак-Парк нам нужно направление со следующей остановкой Лат-Прао, которая будет указана сверху. Таким образом, нужный нам поезд будет слева. Сев в него, мы доедем до нужной нам станции Санам-Чай, возле которой расположен храм лежачего Будды Бат-Пхо. С него мы и начнем нашу прогулку. Вход в храм стоит 200 бат или $6 с человека. Часы работы ежедневно без выходных с 8:30 утра и до 18:30 вечера. Рядом возле этого храма расположен пирс Тиен, с которого на пароме за 5 бат можно переправиться на другой берег реки Чао-Прая и попасть к храму утренней зари Ват-Арун. Часы работы храма ежедневно с 7:30 утра и до 17:30 вечера. Цена билета составляет 100 бат или $3 с человека. Вернувшись обратно на противоположный берег, можно увидеть Большой Королевский дворец, где также расположен храм Изумрудного Будды. Часы работы дворца каждый день с 8:30 утра и до 15:30 дня. Цена за вход составляет 500 бат с человека или $15. Дальше можно прогуляться до храма Золотой горы Ват-Сакет. Цена за вход составляет всего 50 бат или $1,5 с человека. При этом виды там открываются очень красивые, поэтому советую данное место к посещению. Храм работает каждый день с 7:30 утра и до 17:30 вечера. Там, конечно, нужно будет преодолеть немало ступенек, но обзор на город того стоит. После храма Золотой горы мы решили отправиться в ресторан на башню Байок Скай. Для этого мы дошли до канала Хлонг-Сен-Сеп до остановки Пханха-Лилард и, сев на рейсовую лодку, за 13 бат доехали до остановки Пратунам, возле которой недалеко и расположена башня Байок Скай. В этом отеле Байок Скай на 76, 78 и 81 этажах расположены рестораны по типу шведского стола. Цены в каждом ресторане разные. Мы были в том, что на 78 этаже. Цена за вход составила 890 бат с человека или $27. Еда нам понравилась, как и вид из окна. Лучше всего заранее, хотя бы за день, забронировать столик на официальном сайте отеля, иначе цена может быть немного выше. Также есть возможность подняться этажами выше до обзорной площадки и увидеть потрясающий вид на Бангкок. После ужина можно либо пешком дойти до станции Пхетбури с синей ветки метро МРТ, либо же вернуться на остановку с рейсовыми лодками Пратунам и от нее за 13 бат доехать либо до остановки Асок, либо Прасамнит, которые расположены как раз возле станции метро. Сев в эту станцию метро, мы доехали за 31 бат до станции Чатучак-Парк, откуда и начинался наш путь, а от нее уже дошли до автовокзала Бангкока Мачит и доехали обратно в Паттайю. Итого наши траты за этот день составили 4224 бата или $128 на двоих. На 11-й день мы снова решили поехать в Бангкок, чтобы посетить рынок Чатучак, китайский квартал Чайнатаун, храм Золотого Будды и парки Люмпинь и Бенджикити. Рынок Чатучак расположен недалеко от автовокзала и остановки метро Чатучак-Парк. После прогулки по рынку мы решили поехать в китайский квартал. Для этого со станции Чатучак-Парк подземного метро МРТ мы доехали до станции Воджманган, где и находится этот квартал, а возле него и храм Большого Будды. Храм Золотого Будды работает каждый день с 9 утра и до 17:00 вечера. Цена за вход составляет 100 бат или $3 с человека. После храма мы решили прогуляться до парка Люмпини, идти около получаса, 2,5 километра. Сюда можно было бы и доехать от станции метро Хойлямпонг, расположенной недалеко от храма Золотого Будды, до станции Люмпини. Особенностью данного парка является то, что здесь можно встретить много интересной живности, да и в целом парк очень красивый. И, кстати, здесь бесплатно можно покататься на таком вот катамаране в виде утки.
Еще одним красивым парком является парк Беншакити, который расположен рядом с Люмпини. Виды там открываются потрясающие, поэтому очень советую выделить для этого парка как можно больше времени, минимум пару часов. Прогулявшись по парку, мы поехали обратно на автовокзал Бангкока, чтобы вернуться в Паттайю. Для этого мы сели на синюю ветку метро МРТ на станции Хэнча-Сирикит и доехали до станции Чатучак-Парк за 38 бат, после чего дошли до автовокзала и уехали в Паттайю. Кстати, если есть желание прокатиться в надземном метро BTS, где открываются не менее красивые виды на город, можно с парка Беншакити дойти до станции Асок, зеленой ветки, и доехать до станции Эккамай. Там же недалеко расположен автовокзал Эккамай, от которого также можно добраться обратно в Паттайю за 131 бат. Итого было потрачено за этот день 886 бат или $27 за двоих. Экскурсии в Бангкок стартуют от 2700 бат или $82 с человека и выше. При этом будет показано всего 4-5 достопримечательностей, поэтому если хотите сэкономить, лучше ехать самостоятельно и больше повидаете, и по итогу выйдет намного дешевле. Итого наши траты за 2 недели отдыха в Таиланде составили 25 470 бат или $772 на двоих. Если питаться в макашницах и недорогих кафе, то на еду уйдет еще $50-70 за этот период. Таиланд считается не самым дешевым, но здесь также есть как бесплатные достопримечательности, так и платные, от которых можно отказаться. И если не покупать ту же экскурсию на реку Квай, то вы сэкономите $225 на двоих. Так что здесь также есть выбор, на какой карман отдыхать и какие достопримечательности выбрать для осмотра. Но лично я бы, конечно, вам рекомендовала по возможности все испробовать. Тогда море впечатлений вам будет обеспечено на всю жизнь. Чтобы легко найти все остановки и достопримечательности Таиланда, используйте бесплатное приложение Maps.me, в котором нужно скачать карту Таиланда, а там уже указывать те названия, что я давала в обзоре. Они также есть в текстовом документе инструкции, прикрепленной в описании к ролику. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я расскажу, что мы привезли из Таиланда, что было качественным, а что нет, и где мы это все покупали.